Всем привет! Сегодня я подготовил вам несколько интересных фактов про минералы. И без лишних слов, приятного просмотра. Самым твердым минералом в мире является алмаз, но и его можно расколоть. По шкале Mohs 10 – эталон твердости. Другие минералы его не смогут поцарапать. А чтобы обработать алмаз, используют другие алмазы, обычно в виде мелкой крошки. А самым мягким минералом в мире является тальк, который имеет твердость 1 по шкале Mohs. Он легко царапается ногтем и оставляет белый след на бумаге. Он используется для производства мела, косметики, мыла и других продуктов. Он имеет белый, серый или зеленый цвет и шелковистый блеск. Самым плотным из всех минералов является осмий, плотность около 23 грамм на сантиметр в кубе, который применяется в изготовлении тонких электроприборов и сверхпрочных сплавов. Он имеет серебристо-серый цвет и металлический блеск. Наиболее легким минералом в мире можно назвать пемзу. Пемза – это магматическая порода, образовавшаяся в результате извержения вулкана. По существу, пемза состоит в основном из диоксида кремния и некоторого количества оксида алюминия, ну и следовых количеств других оксидов. А ее легкость и низкая плотность обусловлена множеством пор. Первое место по распространенности в земной коре занимает полевой шпат, на который приходится около половины ее массы, а на поверхности чаще других минералов встречается кварц. Почти все минералы на Земле состоят из смеси различных веществ. Так это утверждение верно для всех драгоценных камней за исключением алмаза. Он состоит исключительно из углерода, как, кстати, и каменный уголь. Ах да, чуть не забыл. И как всегда в начале... почти в начале. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Продолжим. Большинство минералов представляют собой твердые тела, но они могут быть и жидкими, и газообразными. Нефть, например, тоже относится к минералам, несмотря на то, что она жидкая. А если какой-нибудь камень нагреть достаточно, чтобы он испарился, он от этого не перестанет быть минеральным соединением. Самым распространенным минералом на Земле, не только в земной коре, является бриджманит, который образует до половины объема нашей планеты. Но на практике проверить это пока невозможно, так как он содержится в основном в мантии Земли на глубине в сотни километров. Также бриджманит встречается на некоторых астероидах, судя по тому, что его обнаружили в нескольких метеоритах. Некоторые минералы радиоактивны, причем довольно ощутимо. Кремний, например, иногда содержит примеси урана. А вообще, даже гранит слабо излучает радиацию, поэтому из него обычно и не делают внутренней поверхности зданий, только внешней. Некоторые драгоценные камни, считающиеся разными, на самом деле являются одним и тем же минералом, просто разных цветов. Это различие обусловлено примесями в их составе. Как примеры, сапфиры и рубины, цитрины и аметисты, изумруд и аквамарин. Александрит очень интересно себя ведет в зависимости от освещения. Точнее, он сам не меняется, а вот наши глаза воспринимают его как зеленый, красный или фиолетовый в зависимости от типа освещения, при котором его рассматривают. Некоторые виды колчеданов, устаревшее название перита, внешне очень похожи на золото. Именно с ними связаны многочисленные случаи находки якобы гигантских золотых самородков, которые на деле оказывались совсем не золотыми. Самым древним минералом на Земле является циркон, который образовался около 4,4 миллиарда лет назад. Он содержит важную информацию о ранней истории Земли, такую как температура, давление, химический состав и наличие воды. Самым редким минералом в мире является пайнит, который был впервые обнаружен в Мьянме в 1956 году. Он имеет сложный химический состав и красно-коричневый цвет. До 2005 года было известно только 2 ограненных кристалла пайнита, а сейчас их количество увеличилось до нескольких десятков. Самым красивым минералом в мире можно назвать опал, который имеет разноцветный блеск из-за дифракции света на микроскопических сферических частицах, составляющих его структуру. Опал может иметь разные цвета, такие как белый, черный, розовый, зеленый, синий и другие. Вот такие интересности я вам подготовил. Надеюсь, вам было интересно и познавательно. Всех с наступающим или уже с наступившим Новым годом. До встречи в новом видео. Всем пока!